В первой части мы поговорим о практиках осознанности работы с телом. И я бы хотел начать с того, что такое осознанность, что такое наше тело и как мы его осознаем. Если говорить простым языком, осознанность — это когда мы понимаем, что мы живем. Мы понимаем каждое наше движение, и мы знаем, для чего оно нам нужно. Наше действие всегда обусловлено какой-либо программой, паттерном поведения. Он может быть заложен в детстве, или выработан за счет дисциплины и изменений, а возможно, за счет каких-то других факторов, которые на нас влияют. Извне или изнутри. Это могут быть наши родственники, наши друзья, знакомые или мы сами, в зависимости от того, какой путь мы выбираем. И в этом модуле мы поговорим о таком понятии, как нейропластичность, или способе нашей нервной системы перестраиваться и адаптироваться под новые знания, обучение, эмоциональные состояния, движения, знания и так далее. Мы всегда адаптируемся. Это способ нашей эволюции. Это способ взаимодействия нас с внешним миром. И адаптируется не только наша нервная система, но через нервную систему адаптируется и наше тело. Когда мы привыкаем жить в постоянном стрессе, когда мы думаем о том, что с нами что-то не то или не так, в нашей жизни что-то происходит не так бы, как нам хотелось, когда мы берем на себя гиперответственность за других людей или живем в том стрессе, который мы проживали еще в детстве, но мы адаптировались к нему и научились жить именно так. Мы адаптируемся. И весь вес, который мы берем на себя, думая, что мы помогаем другим и забывая о себе. Или то обесценивание, которое мы испытываем, смотря рилсы или новые истории, видео, смотря на других людей. Все это влияет на нас здесь и сейчас. И мы адаптируемся под это состояние, под наше психоэмоциональное состояние, которое проявляется через тело. Мы забываем о том, что все влияет на нас. И то, какими мы начинаем воспринимать себя, под это подстраивается наше тело. Постоянный груз на плечах. Или то же самое, когда мы боимся, когда мы обесцениваем себя, мы всегда начинаем защищаться. И наши плечи идут вперед, чтобы защитить главное — органы, грудь, сердце, мозг. И тем самым мы прячемся, просто защищаясь. Это естественный рефлекс нашего организма для того, чтобы выжить, защитить самое важное. Но когда мы проживаем это каждый день, не меняя нашу осанку, не проживая это эмоциональное состояние, мы адаптируемся к этому благодаря нейропластичности нашей нервной системы. Но мы начинаем падать вперед. И для того, чтобы мы не упали вперед, тело и мозг начинает адаптироваться для того, чтобы мы могли стоять и сохраняли энергию, которая исходит избыточно, чтобы мы не упали вперед. Соответственно, он начинает отключать поясницу, расслаблять мышцы живота. У нас появляется животик не потому, что мы много едим, а только потому, что мы пытаемся сбалансировать и жить дальше. Поэтому посмотрите на себя в зеркало. О чем вы думаете каждый день? Какие вы сегодня? Где ваши плечи? Какая ваша осанка? Что у вас в животе? Как вы ходите? Это все влияет на наше тело. Это все влияет на нашу жизнь, на нашу психику, на наше состояние. Поэтому очень важно развивать связь тела и нашей психики, чтобы мы понимали о том, как мы живем, чтобы мы понимали, как мы влияем на наш внешний мир, как наш внутренний мир формирует то, что есть здесь и сейчас, то, что происходит с нами, то, какую жизнь мы живем. Поэтому посмотрите на наше тело. И для этого мы сделаем н- небольшую практику для того, чтобы осознать себя и осознать наше тело. Она займет буквально 3-5 минут. Рекомендую встать перед зеркалом, даже если вы не любите смотреть на себя.
Или вы любите себя обесценивать, все равно посмотрите на себя. Потому что не зная себя, не понимая, кто вы есть на самом деле, какие вы есть, вы так и будете избегать себя в этой жизни. Но все, что есть в вас, это есть ваше лицо. Да, конечно, конечно, с точки зрения психологии очень важно принять себя. С точки зрения нашей психики очень важно ценить себя, чтобы жить полной, полноценной жизнью. Но давайте начнем с малого. Давайте начнем с того, что просто посмотрим на себя. Осознаем, что вот это и есть наше тело. Это есть наши ноги, наши пальцы на ногах, голени, бедра, мужские либо женские органы, наш живот, наши ребра, там же наше сердце, наши руки, наша шея, наши челюсти, наш череп. Это все есть мы. Осознайте. Просто дышите и спокойно смотрите на себя. Обратите внимание на то, какие мы. Обратите внимание на то, как мы стоим. Повернитесь боком. Посмотрите на себя со стороны. Вы стоите ровно? Какая ваша осанка? Или вы видите то, что ваша поясница уходит вперед? И как бы животик, либо ваше тело немножко падает вперед. Посмотрите на ваши плечи. Они стоят и скручиваются, поднимаясь вверх к ушам. Или наоборот изогнуты назад. Или они в норме. Посмотрите на свое тело. Посмотрите на себя со стороны. Обратите внимание на ваши руки, на каждый палец. Какой он? Пошевелите. Пожимайте их. Вам легко это дается или тяжело? Попробуйте покрутить кисти. Вам это дается легко или тяжело? Поднимите руки. Вы напрягаетесь, когда вы поднимаете руки или нет? Или вы легко поднимаете? Как вам, когда вы подняли руки? Вам тяжело стоять или легко? Какие вы для себя в этот момент? Потрогайте себя. Вы мягкие или жесткие? Какое ваше тело? Какая ваша грудь? Какой ваш живот? Какая ваша спина? Вам тяжело стоять и смотреть на себя или легко? Вы чувствуете, что вы падаете или нет? Потрогайте свои ягодицы. Потрогайте мужские либо женские органы. Вам приятно их касаться или нет? Потрогайте бедра. Ноги очень важны. Какие они для вас? Потрогайте одну и вторую ногу. Какие они для вас? Коснитесь своего лица. Потрогайте свои челюсти. Они зажаты, либо они мягкие. Потрогайте свои уши. Они приятны или нет на ощупь? Дотроньтесь всеми руками до своего лица, до своей головы, до своих волос. Потяните их. Какие они? Мягкие или жесткие? Вам нравится ощущать себя или нет? Вы готовы касаться себя или нет? Вы готовы смотреть на себя или нет? Осознайте. Это все, как вы воспринимаете себя. И также вас воспринимают люди вовне. Потому что вы навязываете свое видение. Сознательно или бессознательно. Как вам напротив себя? Вы готовы смотреть на себя? Вы готовы себе улыбнуться? Осознайте. Кто вы для себя? Какие вы для себя? Вам нравится или нет? И вспомните, что в нашем теле есть саморегуляция. Как наша психика и наша нервная система адаптировалась под то состояние, в котором мы находимся сейчас, также это можно изменить в обратную сторону. Просто меняя свои привычки. Просто делая небольшие шаги к самому себе. И со стороны психики, знаний, тела, эмоций.
принятие. Не бойтесь, вы все можете изменить.